Информация, скажем так, достаточно разнообразна. Изначально планировалось, что они будут обсуждать соглашение на восстановление Украины послевоенное на 800 миллиардов. Но потом, как сообщало об этом издание Axios, Трамп отменил по каким-то особым причинам и отменил не только подписание этого соглашения, но даже встречу с Зеленским. Зеленский сообщил в ответ на это, что он не едет в Давос, и то, что он остается в Киеве поддерживать украинцев и будет заниматься вопросами энергетики. Трамп спокойно на это отреагировал. Потом Зеленский сказал, что он поддерживает Гренландию, кстати, абсолютно правильно сказал. На это уже отреагировал Трамп и сказал: а мы хотим встретиться, завтра у меня будет встреча с Зеленским, это он вчера говорил, мы будем обсуждать мир, вопрос мира, завтра будем подписывать, так что жду Зеленского завтра в Давосе. И Зеленский не мог не приехать, потому что, иначе было бы так, выглядело, что он не хочет мира, не готов поддерживать инициативы Трампа и саботирует. Поэтому Трамп немножко переиграл Зеленского здесь, но в любом случае никто не ожидал ничего действительно кардинального, что могло бы повлиять на процессы и изменить ситуацию в войне. То, что сейчас мы видим, это имитация бурной деятельности, не больше. К сожалению, пока мы не видим никаких действий от Трампа, которые могли бы ускорить окончание войны. Давление на Россию отсутствует, дополнительная помощь Украине отсутствует, поддержка, полное голосование по закону Линдси Грэма, которое бы наложило максимальные санкции на Россию, отсутствует, хотя заявления были, как и про все остальное. Мы же помним заявление про то, что войну Трамп закончит за 24 часа, потом за 100 дней, потом за полгода. Хочу напомнить, что вообще-то сегодня год, как Трамп уже президент, а все действия остались теми же самыми. Поэтому встреча номинальная для того, чтобы показать, что вот процесс идет. Ожидаю ли я что-либо такое, что повлияет на процессы и на события? Нет, не ожидаю. Абсолютно. Скажем так, это процесс, который во имя процесса. Ну что ж, больше ничего добавить не могу. Стив Уитков сказал, что на 90% договорились, там какие-то 10%, правда, он не уточнил, что эти 10% как раз вопрос территории, ключевой вопрос. И все-таки они едут к Путину. Они утверждают, что все стороны на очень серьезной ноте и все на позитиве, на конструктиве, как это сейчас принято в дипломатических кругах говорить. Есть хоть какой-то шанс, что российская сторона придет в себя? Мы все понимаем, что Владимиру Путину надо продолжать войну, но вдруг у него ситуация с экономикой настолько плоха, что он готов хоть до какого-то компромисса договориться? Я вам отвечу по-еврейски. А есть ли вероятность того, что Хамас прекратит атаки по Израилю, учитывая ужасающую ситуацию среди палестинцев и то, до чего довел Хамас? Есть ли вероятность, что они вот сейчас отдадут тело, пойдут на перемирие, разоружатся и в Палестине будут строить государство, а не какое-то непонятное террористическое образование? Есть вероятность? Есть, конечно, когда их там не будет, когда тогда разрешат все-таки войти. Какая же вероятность с Путиным? То есть да. Отрицательная вероятность. Нет, смотрите, отрицательная вероятность – это чисто российский термин. Здесь я бы сказал другое. Вероятность стремится к нулю и не хочет подниматься от него, даже на одну йоту. Объясню, что происходит. Путин не хочет заканчивать войну. Оно ему не нужно. Я боюсь, что он не может ее заканчивать. В том смысле, что если он закончит... Он врет абсолютно четко, лицемерно, врет, как и врут большинство диктаторов, убийц, агрессоров и подонков, каким Путин и является. Поэтому он врет. Войну он может закончить в любой момент, но он не хочет. Почему? Потому что идея фикс Путина, восстановления Советского Союза и покарать Запад. Он давно мечтает торпедировать евроатлантическое взаимодействие. И это у него сейчас, кстати, получается. Он давно мечтал нанести пощечину НАТО и западному миру за разрушение Советского Союза. Он совок до мозга корней. Он классический совок, который страдает из-за того, что Советский Союз развалился. И он, офицер КГБ, который был с позывным «Моль»,
хоть и стал президентом, но остался советским человеком. И в его представлении должны бояться. Запад должен быть низвержен, а советское, все самое лучшее, должно победить всех. Но в итоге мы видим, что даже за 4 года войны он не может победить одну Украину. Поэтому он живет, по-украински это хибні надії. По-русски это ошибочными надеждами. И вот он живет ими. Он может закончить войну в любой момент, но он не хочет, потому что он надеется. С одной стороны, Запад устанет, перестанет помогать Украине, Украина рухнет под внутренними проблемами. Сейчас, кстати, между прочим, он бьет постоянно по энергосистеме, он хочет заморозить украинцев и довести украинцев до того, чтобы они отчаялись и сдались. Мы не сдадимся. Холодомор, который сейчас устроил Путин, не поможет. Кстати, между прочим, очень интересная аналогия, которую заметил Раф Моше Асман, главный раввин Украины. Он сказал, что когда-то путинский отец Путина, замерзал в Санкт-Петербурге от блокады и холода, а теперь его сын делает то же самое с украинцами. Ментальный нацист Путин демонстрирует всем, что для него цель превыше всего. Он может закончить войну в любой момент. Он не хочет, потому что он хочет победить Украину и в лице Украины победить и западный мир, и плюс добавить эти территории к России. От того, что Россия в этот момент хуже. Больше миллиона минус населения, огромные убытки в бюджете. Деньги, которые он выкинул на войну, мог бы уже построить новые Дубаи, притом по всей России. Проблемы с экономикой, рост цен, инфляция, сумасшедший рост криминальных преступлений. Его это все не волнует. В его глазах идея фикс. Победить Украину и нанести пощечину Западу. Вот этим он и живет. Поэтому хочет он? Нет, не хочет. Можно ли его принудить к тому, чтобы он закончил войну? Можно. Но здесь комплексное решение. С одной стороны, Украина должна выполнить свою домашнюю работу, а это значит стабилизация фронта, решить проблемы с мобилизацией, решить проблемы с СЗЧ, решить проблемы с внутренней, там у нас хватает проблем, поверьте, хватает более чем. И тогда Путин не сможет двигаться на фронте, он остановится, и он поймет, что достигнуть результата не может. Сейчас он продвигается на пару метров в день, на 100 метров в день, но продвигается, и это его мотивирует. А вторая составляющая – это удар по экономике России. Вот тут уже не только Украина должна выполнять свое домашнее задание, хотя Украина работает. Уничтожаются НПЗ, бьются логистические узлы, рушится инфраструктура, хоть и военная, но рушится, которая влияет на экономику России. Кроме этого, есть проблемы с теневым флотом, как мы знаем, тут американцы включились, слава богу, наконец-то. Так вот, тут еще проблема, что Запад активно покупает российские товары. Как можно назвать товары? Энергоносители, газ, нефть. Покупают необработанные бриллианты, покупают золото, покупают дерево, покупают уголь, металл. Так вот, когда Запад полностью откажется от покупки всего, что я перечислил, и еще много чего остального, вот тогда мы все увидим, что у него не будет денег на войну. И это произведет до следующего эффекта. При отсутствии денег на войну ты ее заканчиваешь, потому что ты не можешь продолжать. Поэтому Украина должна стабилизировать фронт, Запад должен все-таки прийти в себя и подумать о том, что деньги важны, конечно, экономика важна, но сегодня за деньги Запада погибают достаточно большое количество украинцев, потому что эти деньги помогают России вести войну. И вот объединив два эти фактора, удар по экономике и стабилизация фронта, можно достигнуть результата. Более того, это усилит позицию Украины. И вот тогда Путин согласится уже не имитировать переговоры, а согласится на реальные переговоры. Борислав, а вот Кит Келлог сказал, что если Украина выстоит вот в этот зимний холодомор, а в чем я не сомневаюсь, будет очень тяжело, будет очень плохо, но выстоит, то у Украины появится какой-то козырь в 2026 году. Кстати, горячая информация, встреча президентов Украины и США завершилась. Длилась она, на мой подсчет, меньше часа. Вот это какой-то знак или не знак? То есть, вот такой это значит, что все, что могли, всунули в это время. Давайте откровенно говорить, давайте не искать знаки там, где их нет. Конспирологичные теории – это не к вам и не ко мне. Это скорее к тем, кто верит о том, что всем миром управляют евреи, а рано или поздно прилетят инопланетяне с Нубиру и завладеют землей. Так вот, со вторым не очень согласен, с первым чего отрицать? Все-таки вопрос, Кит Келлог о каком козыре говорил Украина?
Задайте вопрос Киту Келлогу. Я не знаю, о каких козырях он говорит. Кстати, между прочим, он и раньше говорил, как и все остальные американцы, что вы вот уже вот-вот приблизились к перемирию. Мы уже закончили. Он говорил, кстати, что новая война может закончиться до Нового года. Понимаете, здесь, как в старом анекдоте, когда блондинку спрашивают, скажите, пожалуйста, какая вероятность того, что, выйдя на улицу, вы встретите динозавра? Она говорит, ну, 50%. Говорит, вы не поняли, динозавра, выйдя на улицу, какая вероятность? Она говорит, 50%. Говорит, послушайте, ну, вы взрослый человек, сейчас, 21 век. Какие динозавры? Говорит, смотрите, либо встречу, либо нет. 50/50. Ну, кстати, Кит Келлог называл жестким сукиным сыном Зеленского, и что никогда не встречали такого жесткого переговорщика в Белом Прекрасно. доме. Это, Прекрасно. это может быть вот как раз реальность, что Зеленский очень жесткий переговорщик для Трампа, и, может быть, за это он его и уважает? Скажем так, предположение, что Трамп уважает Зеленского, разрушаются про то, что Трамп много раз говорил и как бы аргументировал, насколько он ненавидит Зеленского за то, что тот вместе с Байденом лишил его второго подряд президентства. Поэтому, если вы считаете, что он изменил свою точку зрения, ну, пусть остается такое, как предположение. Факты говорят про другое. Более того, окружение Трампа говорят, что он действительно ненавидит, искренне ненавидит не Путина, допустим, а именно Байдена и Зеленского. И, к сожалению, пока никаких изменений в подходах нету. Поэтому нет, тут другая история. А в том, что Зеленский не соглашается, так правильно. Ну а как он согласится? Трамп от него требует: выведи войска с Донбасса. Тут бы их готов вывести, но если он это сделает, его поднимут на вилы в Украине. И он это хорошо понимает. Поэтому он говорит, нет, я не могу вывести. Давайте там через референдум, давайте каким-то еще вариантом. Ему нужна причина, на основании которой бы он вывел. А если он просто отдаст команду такую, приказ, ну, во-первых, скорее всего, этот приказ не будет выполнен, а второе, для него это закончится катастрофически. И не только с точки зрения политической карьеры. Я у Игаля Левина, и тоже имеющий отношение к Израилю, но прямое отношение к Украине, встретил такой пост, где он разбирает, что все действия Трампа укладываются в окружение Китая, в отрубание его щупалец. Скажем так, Венесуэла отрубили, Иран сейчас додавливаем, мы вот ждем, не знаем. А Гренландия, ему очень необходимо, чтобы закрыть Северный морской путь, поэтому то, что вот вчера договорились с Марком Рютте, Нью-Йорк Таймс пишет, что вроде бы будут там базы, которые будут принадлежать США, а вся остальная Гренландия останется Дании. Вот этот вопрос, версия, есть под ней какая-то логичность, что Трамп все делает для того, чтобы какую-то третью мировую войну в будущем против Китая, и ему очень важно удержать Россию не в ареале Китая, выдернуть из-под Китая. Поэтому он готов сдавать Украину, готов стелиться перед Путиным. У этой версии хоть какое-то логическое обоснование есть, или это чистая конспирология, на ваш взгляд? На мой взгляд, Трамп действительно видит в Китае главного врага, он действительно пытается выдернуть Россию и действительно не понимает, что это невозможно. На этом можно закончить все. Но то, что он последователен в своих действиях, нет, абсолютно не последователен. Как пример, ситуация с Канадой. Ближайший партнер, союзник, сосед, испорченные отношения капитально. Европа – это центр, на который он должен был опираться в своем противодействии с Китаем. А сейчас он фактически подталкивает Европу к новому этапу взаимодействия с Китаем, потому что Европа, видя неадекватность поведения и, ну, скажем вот так, не лучшие перспективы, начинает рассматривать Китай как один из гарантов потенциальных перспектив и гарантов их европейской безопасности. Страшно про такое говорить, но, к сожалению, евроатлантическая реальность сегодня рушится на наших глазах. И она становится уже не евроатлантической, а отдельно европейской, отдельно американской. К сожалению, Трамп делает сейчас все то, о чем мечтали и Си, и Путин не могли сделать, но Трампу это удается. Поэтому говорить о том, что он отрубает щупальца, он действует исключительно с точки зрения экономики. Ну хорошо, он взял и снес Мадуро. Скажите, пожалуйста, а люди Мадуро ушли тоже? Нет.
они остались, а в взаимодействие, ну, внутри страны то же самое, нарушение демократических прав такие же, да. Контроль нефти Трамп получил, да. Так о чем здесь? При чем здесь Китай? Он хочет свои интересы отстаивать. Например, точно так же он выдавил с России Индию не потому, что Индия плохая и покупала российскую нефть, а потому что Трамп хочет, чтобы американские компании торговали российской нефтью. Это все очень просто лежит на поверхности. Тут никакой конспирологии. Более того, они это не скрывают. Поэтому для Трампа как бы вектором принятия решений является экономика. Для него бизнес-логика – это главная мотивация к действиям. Не политика, не перспективы, не стратегия, а именно бизнес-логика. Но в геополитике это ошибочное решение. Потому что Трамп сейчас скатывает Америку до где-то положения 17-18 века. И тут еще один момент. Если, не дай бог, Европа договорится с Китаем, где будет Китай как производственная база, Европа как рынки, а Россия как ресурсная база, то мы увидим совершенно новый альянс, и для меня это будет грустный альянс, но мы увидим, как Америка просто будет не нужна в этом триумвирате. И более того, Америка потеряет тогда не только свое влияние, но и глобальное влияние в целом. Потому что не нужна ни гарантия безопасности, ни оружие американское. Эта история очень опасна, очень опасна. А может ли она быть такой, что Трамп заставляет Европу проснуться, подготовиться к некой гипотетической Третьей мировой войне, объединиться с Украиной, сделать европейское НАТО, а потом и Трамп рядом, ну то есть Америка никуда не денется, Трамп через 3 года уйдет, будет какой-нибудь более вменяемый, допустим, Марко Рубио, и совершенно спокойно вернуть отношения, типа дедушка ушел, мы теперь нормальные, мы теперь в адеквате, совершенно спокойно это будет сделано, а при этом Европа уже будет со своими снарядами, со своими разогнанными военными заводами в 3 смены. И миру будет только лучше Западу. Смотрите, это неплохая теория, но только как теория. На практике этого можно было достигнуть совершенно другими методами. О стиле не обсуждаем. Это отдельная история. Ну вот я же о чем и говорю. И тут вопрос следующий. Насколько Трамп заинтересован действительно в подобном? Мне кажется, что у него свое видение, и в этом видении он рассматривает Европу как корову, которую он хочет доить. Не больше. Он не видит в Европе партнерства. Он относится к европейцам достаточно презрительно. И страна, которая раньше билась за свободу и демократию, была всемирным полицейским, жандармом, я бы сказал, по надзору за демократией, сегодня превращается в структуру, которая презрительно относится к таким словам и ценностям, как демократия, права человека, свобода слова. К сожалению, но это правда. И на сегодняшний день мы видим, как Америка возвращается к доктрине силы, когда экспансия и интернациональная политика ставится во главу угла. Еще один момент. Если вы считаете, что Трамп уйдет и все вернется, не все так просто. Потому что, например, сегодня в Европе активно начинают переписывать матрицу взаимодействия не на год и не на 2 вперед. Я же еще раз говорю, если вдруг выстроится альянс с Китаем, то я считаю, что от этого проиграет больше всего демократия в мире, и фактически мир развернется в векторе развития. Если раньше мир хотел жить как европейские страны, как Америка, как цивилизованные страны, то сейчас они будут видеть диктатура и сила превыше всего. Это проблема. Тем более, что Трамп показывает, что когда есть сила, можно плевать на международное право. К сожалению, это правда. Хотя, с другой стороны, давайте также честно скажем, ООН абсолютно стала импотентной структурой, которая вместо того, чтобы решать мировые проблемы, хотя бы с той же Россией, или с теми же палестинцами, или всем остальным, или Ираном, просто самоотстранилась, и там достаточно активно живут леваки, которые продвигают идеи нежизнеспособные. Мир вообще, как бы мне так кажется, идет совсем не туда. Еще раз говорю, это мое личное мнение, но я вижу, что мы откатываемся назад в мировой истории. Вместо прогресса происходит регресс во всех вопросах. И то, что сейчас Трамп делает, будет нести проблемы не только для Америки, но и для западного мира в целом.
А почему нет? Мы не откатываемся, мы по спирали возвращаемся в ту же точку, когда право сильного, только еще искусственный интеллект добавим для дронов на войне и посмотрим, что из этого получится. Смотрите, когда-то один мой хороший знакомый рассказывал о том, что в его НИИ хотели провести эксперимент. Он сказал, что теоретически, это может закончиться очень плохо. Ну, а давайте попробуем, сказали эти люди. В итоге этот эксперимент был проведен. Он стал историей, которая называется «Чернобыльская катастрофа». Тогда тоже попробовали. И тоже считали, что все будет хорошо. Закончилась встреча. Трамп заявил, встреча с Зеленским была хорошей. Сообщение Путину: война должна закончиться. Дональд Трамп. Конец цитаты. Вот о чем тут можно говорить? Про все хорошее против всего плохого и ни о чем. То, что я и сказал. На самом начале я сказал, я не жду ничего, видите. Тут не потому, что я пророк или хорошо понимаю, что происходит, хотя я действительно хорошо понимаю, что происходит. Я просто понимаю, что для того, чтобы закончилась война, Трамп должен перейти от слов к делу. А он не переходит, как вы видите. И давит на Канаду, Америку, иногда на Израиль, кстати, и очень активно. И, к сожалению, не давит на плохих парней. А вот это проблема. Не давит. Две авианесущие группы уже в районе Ирана, и мы как раз ждем, что у нас здесь в Иране. Вот если он что-то... Прекрасно. Особенно, когда я вам скажу, смотрите, я удивлен, что он Аятоллу еще не пригласил в свой Совет мира, хотя туда пригласил уже и Лукашенко, пригласил туда и Путина. Чем там Аятолла... Как бы, А он не может Аятолле предложить, потому что у них курс реала огромный, не сможет заплатить просто в реалах. Там же сумасшедшая... Привезет самолетом по весу золотом.